На Лейк-Шор-Драйв стоял роскошный особняк семьи Хартманов, где проходил благотворительный вечер в поддержку молодых музыкантов. Внутри все блестело: люстры из хрусталя, зеркальные панели, дорогие ткани. Воздух был пропитан ароматами шампанского и дорогих духов. Хозяйка вечера, Лейла Хартман, спустилась по мраморной лестнице. Ее золотистое платье привлекало взгляды всех гостей. Она медленно шла, будто давно привыкла быть центром внимания, и жестами приглашала собравшихся к вниманию на сцену. На сцене стоял прозрачный рояль. Когда Лейла объявила, что хочет услышать живую музыку и готова наградить исполнителя особым вниманием, зал наполнился шепотом и легким смехом. Никто не осмеливался подойти к инструменту, пока дверь с обслуживающей стороны не открылась. Появился мужчина в простой рабочей форме, в руках ведро и швабра. Его лицо было спокойным, взгляд глубоким. Он поставил ведро в угол, подошел к роялю и сел за него. Сначала пальцы дрогнули, звук был неровный. Но через мгновение музыка заполнила зал, мягкая, глубокая, полная боли и нежности. Это был ноктюрн, в котором звучала тоска по утраченному. Гости замерли, дыхание будто остановилось. Лейла стояла, не в силах отвести взгляд, вспоминая детство и музыку, которую когда-то любил ее отец. Когда последняя нота затихла, мужчина лишь поклонился и тихо ушел, оставив за собой тишину. Никто не знал, кто он, кроме Лейлы. На следующий день она нашла его в скромном районе Чикаго, где он жил один в старом доме. Она принесла еду, кофе и теплые вещи. Мужчина представился просто как Алекс, сказал, что когда-то был пианистом, но потерял все и снова вернулся к музыке лишь потому, что не мог забыть ее. Лейла поняла, что богатство — это не имущество, а способность чувствовать. Через месяц она открыла проект установки пианино на улицах города, чтобы музыка стала доступной каждому. На одном из первых концертов на площади у озера Алекс и Лейла сыграли вместе. Толпа остановилась, слушала и плакала. Когда последний аккорд растаял в ветре Чикаго, Лейла протянула маленькую коробочку с простым кольцом. Алекс лишь сжал ее руку. «Не обещание», — сказал он, — «просто играй. Пока живешь, играй». Она кивнула. Музыка наполнила город, а вместе с ней любовь, чистая и тихая, как дыхание весны. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.